HyperX Fury S Pro и HyperX Fury S Pro Speed Edition. Один ковер ориентирован производителем на контроль, другой на скорость, стоимость у них при этом одинаковая. Есть ли на самом деле разница, либо же она заключается в разном цветовом исполнении данных двух моделей? Идентичные коробки, отличие лишь названий и изображении ковра. Концепция конструкции ковров одинаковая, такая же текстурированная резина в нижней части, хорошо прошитые края, те же 3 мм толщины самой поверхности и 4 места граней. Отличается сама ткань, вернее ее плетение, что размером, что самим переплетом. У обычной версии плетение заметно крупнее, что создает больше сопротивления для глайдов мыши, в то время как у Speed версии плетение мельче, что ощущается и визуально, и на ощупь, так и при движении самой мышью. Отличается визуальное оформление, просто черный квадрат в Control версии и черный квадрат с текстурой, сугубо на индивидуальные предпочтения. Насколько сильно отличаются поверхности в играх? В целом разница заметная, она ощущается, особенно рукой, но как заметили в комментариях к предыдущему ролику про сравнение ковров, стандартную версию вряд ли можно отнести по настоящему Control типу ковров. Поверхность такая же быстрая для мышей, у нее просто чуть больше сопротивления в сравнении со Speed версией. На геймплее разница ощущается, она минимальна, особенно с одинаковой мышью, но иногда возникает желание изменить настройки DPI. В привычных шутерах стратегиях разницы в целом нет, она ощущается, но не является определяющей. В ряде игр, где надо выцеливать какие-то объекты, предпочтение отходит к Control версии, хотя никаких проблем со Speed версией нет, просто первый вариант чуть приятнее в данной ситуации. В офисных задачах Speed версия ощущается просто приятнее, так как при таком юзеркейсе нет надобности в точнейшем и сосредоточенном позиционировании, а комфортность хода стоит в приоритете, что удается ковру за счет более гладкого быстрого покрытия, чем ощутимо шершавое у обычной. За счет более крупного плетения простой версии меньше проблем с грязью, но в целом пачкаются ковры одинаково, лучше мокрыми руками их не трогать. Любой из двух ковров справляется с постоянными задачами, и несмотря на наличие реальной разницы в строении и ощущениях, она не так критична, чтобы концентрироваться на ней при выборе между двумя данными моделями. Скорее надо больше оценивать конкурентов других производителей, которые действительно будут нести больше отличий. Как также отметили в комментариях, корректнее было бы назвать быструю версию Super Speed, а обычную просто Speed, так как в сравнении с коврами конкурентов, обычный ковер также ощущается заточенным под скорость. За одинаковую стоимость ковры адекватно отрабатывают поставленные задачи, и разница скорее направлена на индивидуальные предпочтения в мелочах.